Здравствуйте, меня зовут Алиса Рыжиченко, и сегодня мы поговорим про те мизерные зарплаты, которые вынуждены получать белорусы. Правительство вновь обновило статистику про средние заработные платы. И теперь мы знаем, кто и сколько получили за первый квартал 2021 года, в том числе и про чиновников. Фонд заработной платы за первый квартал 2021 года по всей Беларуси составил чуть более 10,5 миллиардов белорусских рублей. И это на 11% больше, чем в прошлом году. Однако, учитывая уровень инфляции за первый квартал, реальный рост составил всего 2,6%. Больше всего было потрачено на зарплаты в нашей столице. Фонд заработной платы по городу Минску за первый квартал составил порядка 3,5 миллиардов белорусских рублей. И это в 3 раза больше, чем в любой другой области. Меньше всего было потрачено на зарплаты в Могилевской области. Фонд заработной платы Могилевской области составил всего 915 миллионов белорусских рублей. Следом идет Витебская и Гродненская область. Их фонды составили порядка 1 миллиарда белорусских рублей или чуть больше. Это, конечно, все можно объяснить благодаря тому, что Минск – это столица нашей страны, там проживает большое количество населения, порядка 2 миллионов человек. И, как правило, зарплата в столице всегда выше среднего по стране. Однако не стоит забывать тот факт, что именно Могилевская, Витебская и Гродненская области являются теми областями, где расположено наибольшее количество убыточных и низкорентабельных предприятий. Самые высокие зарплаты, конечно, у айтишников. Работая в сфере информационных технологий в Беларуси, за месяц можно заработать 6338 белорусских рублей. Да, конечно, эта зарплата высокая по белорусским меркам. Но такой же специалист в Германии может заработать порядка 5000 евро. В пересчете на белорусские рубли это составляет 16 639 белорусских рублей. А вот в соседней Польше айтишник может заработать от 14 до 20 тысяч белорусских рублей, в зависимости от языка программирования. Но даже если мы возьмем самый нижний предел заработка – 14 тысяч белорусских рублей, в пересчете на белорусский это получается более 9 тысяч. И это в 1,5 раза больше, чем получают наши белорусские айтишники. Следом за айтишниками по уровню заработной платы идут работники нефтехимической промышленности. Средняя заработная плата за первый квартал сотрудников этой сферы составила 2174 белорусских рубля. А вот, например, промышленники в Польше зарабатывают в месяц порядка 5000 белорусских рублей. В пересчете на белорусский это составляет порядка 3500. А вот работники химической и нефтеперерабатывающей промышленности в Германии зарабатывают более 5500 евро. В пересчете на белорусский это получается более 17 тысяч белорусских рублей. Это в 8 раз больше, чем зарабатывают белорусские промышленники. Еще одна сфера, где можно получить заработок чуть выше среднего, это финансы и страховая деятельность. Средняя зарплата в этой сфере за первый квартал 2021 года составила 2149 белорусских рублей. Однако белорусские финансисты могут похвастаться высокой зарплатой только перед белорусами, потому что в той же соседней Польше финансисты зарабатывают порядка 8500 злотых. В пересчете на белорусские деньги это получается почти 6000 рублей, в 3 раза выше зарплаты, чем у белорусских финансистов. Я уже молчу про Германию, где средняя заработная плата у финансистов составляет порядка 5731 евро в месяц. Строительство – это та сфера, где чаще всего можно получить зарплату ниже обещанной. Именно поэтому белорусские строители вынуждены разъезжать по всем странам мира в поисках не только достойной зарплаты, но и достойного места труда. Например, в соседней Польше строитель может заработать в среднем 5000 злотых. Это приблизительно 3500 белорусских рублей. А вот в Германии на стройке можно заработать 3500 евро.
А в Беларуси строитель, к сожалению, зарабатывает в среднем 1274 белорусских рубля. Это очень низкий уровень заработной платы. Судя по таким мизерным зарплатам и по частым случаям кидания подрядчиков, ОМОНовцам скоро придется строить собственными ручонками себе квартиры. В Беларуси огромное количество бюджетников, и многие из них работают в сфере здравоохранения, образования или государственного управления. Несмотря на то, что фонд заработной платы в сфере образования за первый квартал этого года вырос на 6% по сравнению с прошлым годом, реальные зарплаты учителей и воспитателей снизились, потому что инфляция за первый квартал этого года составила 8,5%. К сожалению, люди, в которые вкладывают базовые знания в наших детей, абсолютно не ценятся в нашей стране. Средняя зарплата учителя за первый квартал составила всего 913 белорусских рублей, тогда как в соседней Польше учителя зарабатывают в среднем 5200 злотых. В пересчете на белорусский это составляет 3500 белорусских рублей, даже чуть больше. А вот в Германии учителя зарабатывают 4200 евро в месяц. В пересчете на белорусский это получается 13 тысяч белорусских рублей. В 13 раз больше, чем получают белорусские учителя. Наверное, именно поэтому мы чаще стали слышать про эти ужасные истории, когда учитель бьет ученика, или когда учитель или директор школы пытается оказать давление на родителей, которые хотят перемен для нашей страны. Если смотреть на зарплату медиков исключительно по Беларуси, то можно проследить очень положительную тенденцию. Фонд заработной платы в сфере здравоохранения за первый квартал 2021 года вырос аж на целых 36% по сравнению с прошлым годом. Однако не стоит себя обнадеживать. Такие изменения не носят постоянный характер. Увеличение фонда заработной платы в сфере здравоохранения обусловлено надбавками, которые выплачивают врачам и медперсоналу за работу с ковид-зараженными. Даже с учетом этих надбавок средняя зарплата медиков за первый квартал составила всего 1323 белорусских рубля. Тогда как, например, в Германии в 2020 году профессия врач являлась самой высокооплачиваемой профессией. В среднем в месяц врач в Германии может заработать 7700 евро. В пересчете на белорусские рубли это получается почти 24 тысячи белорусских рублей. Хорошо, даже если мы не будем брать врачей, а возьмем более низкоквалифицированный медицинский персонал, то средняя зарплата таких сотрудников в Германии в месяц составила порядка 4155 евро. В соседней Польше медики тоже могут похвастаться более высокой зарплатой. Зарплата медиков в Польше в среднем составила 5300 злотых. Это чуть более 3500 белорусских рублей. При том, что наши медики работают больше, чем медики или врачи во всей Европе. Научные сотрудники технологической отрасли в Беларуси получают зарплату чуть выше среднего, немного выше 1500 белорусских рублей. Однако такая зарплата может показать только непонимание белорусского правительства всей важности разработок высоких технологий для развития нашей страны. Например, зарплата в Польше у научного сотрудника составляет порядка 7680 злотых в месяц. Это приблизительно равняется 5200 белорусским рублям. А в Германии научный сотрудник может получить за месяц 4700 евро. В пересчете на белорусский это порядка 15 тысяч белорусских рублей. Пока наши ученые могут заработать в соседней стране более 5000 белорусских рублей, разработки умнейших белорусов будут запатентованы чужими государствами. И именно эти разработки будут использоваться в развитии других стран. И все это потому, что режим Лукашенко не может работать на перспективу и идти в ногу со временем. Пока чиновники набивают себе карманы деньгами, которые должны пойти на развитие инноваций в нашей стране,
все специалисты, ученые просто разъедутся в другие страны в поисках более достойной оплаты своего труда. Ну и в конце самое интересное. Средняя начисленная заработная плата чиновников за первый квартал 2021 года в Беларуси превысила зарплату медиков, зарплату учителей, зарплату строителей и даже зарплату промышленников и составила порядка 1600 белорусских рублей. Конечно, я не буду вам врать, чиновники в Германии и в Польше зарабатывают намного больше. Но при всем при этом их зарплата остается ниже зарплаты врачей, ниже зарплаты учителей и даже ниже зарплаты строителей. Их зарплата никогда не значится в списке самых высокооплачиваемых профессий, даже если в списке находится 20 или 30 профессий. Режим Лукашенко обесценил труд белорусов. Именно из-за него наша молодежь стала стыдиться обычных профессий. Именно из-за него наших детей будут учить учителя, которые работают по принуждению, а не по желанию. Именно из-за Лукашенко мы воспринимаем дворника как алкоголика, а не как человека, следящим за чистотой. На протяжении 27 лет он обворовывает нашу страну, порабощая белорусское население. Он сначала захватил власть, подчинил белорусские предприятия людям в погонах, а потом и вовсе разрушил белорусскую промышленность, сделав из белорусских людей собственных рабов, которые не способны обеспечить себе достойное проживание. Может, пора остановить весь этот беспредел? Люди с жизненно важными профессиями, такие как учителя, врачи, строители и многие другие, те, кто своим профессиональным трудом строит и развивает наше социальное общество, зарабатывают копейки, а чиновники в это время строят себе коттеджи за миллиарды долларов, используя наши народные деньги. Может, нам пора начать ценить себя и свой труд? И прекратить закрывать глаза на коррупцию, поощрять воровство из государственного бюджета. Если вы работаете где-то в государственных органах или на каком-либо государственном предприятии, и по неволе случая вы стали свидетелем коррупции или воровства, я прошу вас, не молчите. Сообщайте об этих случаях нам в чат-бот. Фотографируйте и делайте видеодоказательства. Потому что когда белорусский народ вернет себе власть, наша задача будет вернуть все награбленное режимом Лукашенко. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Именно так вы всегда будете в курсе событий о том, что происходит в экономике нашей страны. До свидания.